Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры! В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется Дима. Более подробно с ней можно познакомиться на сайте strategify.ru. Там же можно скачать и шаблон для терминала МТ4, дополнительные индикаторы. К данной стратегии не требуются, они все имеются в стандартном наборе индикаторов терминала МТ4. И так как эта стратегия предназначена для графиков Renko, на сайте вы также найдете, каким образом в терминале МТ4 можно получить график Renko. Теперь давайте поговорим уже, собственно, о самой стратегии. Прежде всего, стратегия эта предназначена для валютной пары американский доллар, канадский доллар. Размер кирпича 10 пунктов по четырехзначному брокеру. И нам потребуются следующие индикаторы. Во-первых, это индикатор скользящее среднее, сглаженная, с периодом 30, построенная по средним ценам, и также индикатор DeMarker с периодом 14 и с уровнями 0.7 и 0.3. Теперь, собственно, давайте разберемся с условиями входа в рынок. Начнем мы с примеров на покупку. Во-первых, основной сигнал это как раз пересечение кирпичами скользящей средней. Как только очередной кирпич закрывается выше скользящей средней, мы сразу же заключаем сделку на покупку, но при одном условии, что индикатор DeMarker находится в зоне от 0.3 до 0.7. Вообще этот фильтр действует для всех сделок, которые мы в дальнейшем будем описывать. Так вот, здесь мы заключаем сделку на покупку. После прохождения 20 пунктов в положительной зоне, то есть 2 кирпича, мы переводим сделку в безубыток. Стоп-лосс у нас здесь 3 кирпича, то есть 30 пунктов. Если любой следующий кирпич закроется ниже скользящей средней, эту сделку закрываем. И так как это произойдет обратное пересечение скользящей средней, сразу же открываем сделку уже на продажу. В данном случае, как видите, здесь мы прошли 20 пунктов, перевели сделку в безубыток и здесь упали. Следовательно, эту сделку выбило по безубытку. Здесь надо было рассматривать уже продажу. После этого вышли выше. Как видите, вот закрывается у нас свеча, и следовательно на закрытие этой свечи опять открывается покупка и продажа закрывается. Еще один вариант входа: если у нас нету пересечения, мы откатили и, например, этим хвостом или вообще тело касалось скользящей средней, тоже сразу после черных свечей первая же белая дает нам сигнал к покупкам, опять же, если DeMarker находится в нужной зоне, то есть от 0.3 до 0.7. Еще один вариант торговли: если мы в данном откате бы не достигали скользящей средней, но в откате есть как минимум 2 черные свечи, дальше мы ждем сразу же после них появления подряд 2 белых свечей, то есть здесь могло быть и 5, и 6 в откате, без разницы, главное находиться выше скользящей средней. И как только появились 2 подряд белые свечи, тоже заключаем сделку на покупку, все остальное с теми же условиями. Take Profit по данной стратегии 6 кирпичей, то есть 60 пунктов. Это основные условия. Есть еще один вариант на вход в рынок, когда цена либо оказывается ниже, либо касается и отскакивает, как в данном случае, от нижнего уровня 60. Да, забыл сказать, к скользящей средней нужно добавить 2 уровня 60 и минус 60. Так вот, как только это происходит, вот этот выход выше или касание просто произошло и получили белую свечу, сразу опять же с теми же условиями заключаем сделку на покупку БУ 20 пунктов, стоп-лосс 30 пунктов и take profit 60 пунктов. Но здесь важное условие: если, как видите, здесь у нас имеется как минимум 2 белые свечи, а для продаж нам нужно как раз откат, и если бы здесь появилась вторая черная, мы бы могли рассматривать продажу. В этом случае предыдущая покупка сразу закрывается. Здесь, как видите, мы достигли 20 пунктов, свеча была всего одна, мы не выходили из этой сделки и продажи не рассматривали, перевели сделку в безубыток, но нас по нему как раз и выбило. А в этом случае как раз мы заключили сделку, цена 20 пунктов прошла и больше не возвращалась и достигла нашего take profit. Давайте теперь посмотрим на продажи. В принципе, здесь несложные условия, очень похожие. Основное правило это как раз на пересечении скользящей средней, но, как видите, индикатор DeMarker находился ниже уровня 0.3, следовательно, эту сделку мы не заключали. А вот здесь, обратите внимание, произошло касание, и даже закрылись мы ниже уровня 60, свеча черная, DeMarker в нужном положении, заключили сделку на продажу и получили здесь take profit, то есть 6 кирпичей прошли, стоп-лосс, еще раз напоминаю, 3 кирпича, то есть 30 пунктов.
И вот еще один случай на продажу. У нас произошел откат, как минимум 2 свечи было. Касания нету, поэтому надо было ждать 2 свечи черного цвета. Раз под скользящей средней находимся, 2 свечи появилось, сразу заключили сделку на продажу. Вот, в принципе, и все условия по данной стратегии. Да, варианты входа немножко запутанные, но если внимательно посмотреть, особенно в описании стратегии на сайте strategy4u.ru, все хорошо подробно описано. На самом деле ничего сложного здесь нет. А с вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. Всем успешной торговли. До свидания.